глухой уголок, который оправдывает свое имя. Как-то так еще Михаил Грушевский описывал небольшое село, в котором жили его предки и куда наведывался сам – Лесники. Сегодня оно относится к Обуховскому району Киевской области и расположено на холмах южнее Пирогова и Феофании. Из-за уникальной природы и относительной близости к городу Лесники облюбовали современные застройщики коттеджей, а также ряд одиозных чиновников. Тем не менее, история этого села уходит корнями в глубокую древность, и в его глубинке по-прежнему можно найти памятные исторические и заповедные места, про которые не снимают сюжетов и не пишут в новостях. Впервые село упоминается почти 1000 лет назад, в XI веке. Старинная церковная литература говорит, что настоятель Киево-Печерского монастыря Феодосий имел пещеру в селе Лесники и обитал там во время поста. Имя монаха закрепилось и в названии соседнего села – Ходосовка. В последующем земли являлись владением монастырей, а в позднем Средневековье Лесники даже получают статус небольшого города. Периодом его расцвета стало начало XVII века, когда местная власть закрепилась за князьями Каретскими, что прославились победными битвами против турок. Примерно тогда в Лесниках возникает настоящий укрепленный замок, владение Каретских. Городец оказался недолговечным. После поражения поляк запорожцам Лесниками правит казачество, и городок относится к Ходосовской сотне Киевского полка. Но длится это также недолго. В 1670 году гетьман Дорошенко жалует уже бывшее местечко Лесники Выдубицкому монастырю. Так село продолжит жить еще долгое время. А в 1836 году священником церкви в Лесниках становится Федор Грушевский, дед знаменитого историка и политика Михаила Грушевского, который переехал в село из Чигиринщины. Позже Лесники еще пройдут трудный и безрадостный путь. Особенно тяжелым придется 20 век. Часть жителей числится как жертвы сталинских репрессий. Во время Второй мировой войны в боях погибло 102 жителя села. В 1957 году в Лесниках была основана наблюдательная станция кафедры астрономии при Киевском университете. С тех пор село становится все ближе к городу. Но что же оставила после себя сегодня его богатая история? Первое, что можно отметить, это гармоничность местной природы. Со всех сторон поселения окружают заповедное урочище. С восточной стороны примыкают урочища Кирикова и Ковпакова. Последнее имеет вид лесистой возвышенности с оврагом, где протекает маленький ручей. Урочище Ковпакова представляет из себя достаточно крутой склон. Во овраге у подножья склона проходит небольшой совершенно ручей, еле заметные уже. Здесь мы видим остатки разваленного деревянного мостика, некогда проходившего. Тут же в низинке огороды местных жителей. Ну а на холме пока что заросли урочища. Местами присутствует настолько крутой рельеф, что даже заборы умудряются использовать как некие подпорные стены. Кириково же слитно с другим холмом, который принято называть Козинской горой. Она является ботаническим заказником и сохраняет уникальный участок ковыльей степи. Часть земель заказника была незаконно передана под застройку. Не лучшая участь ожидала и местность бывшего замка Каретских.
Археологи и историки давно обозначили точное место расположения городца, и в наше время за местом закрепилось название «Замковая гора». И если про замковые горы в Киеве или Львове наслышаны многие, то про эту наверняка знают далеко не все. Еще в 1874 году во время раскопок горы учеными найдена пушка, стеклянный шар, остатки керамики, копье и стремя, нож и ложка. А историк Антонович описывает местность как пятиугольное городище окружностью около 200 метров. Несмотря на признание урочища памятником культурного наследия, в 2008 году было начато строительство, которое в значительной степени повредило памятник. А на этом кадре вы можете наблюдать вид на Замковую гору с Замковой улицы, которая проходит у ее подножья. С другой же стороны горы, на улице Вишневой, можно увидеть памятный крест. Раньше на нем размещалась надпись, которая указывала, что он был установлен в 2002 году на месте некого древнего оберега, который в старину указывал направление на Киев и другие ориентиры. Является уникальной и гидрография села. Через все лесники протекает ручей с красноречивым названием Безодня. Его длина более 3 километров, и на протяжении своего пути он собирает более 10 небольших притоков в виде ручейков, которые проходят вдоль разных улиц. Часть своего пути Безодня, подобно Лыбеди или другим киевским рекам, течет в бетонной выемке. В своей начальной части ручей образует довольно крупное озеро, также названное Безодня, а вокруг него одноименное урочище. Озеро можно назвать живописным, хотя оно давно ограждено забором, и прилегающая территория оборудована для беседок. Хоть оно и расположено на самой окраине села, коттеджная застройка подобралась впритык и сюда. Пройдя через все село, в районе Днепровского шоссе ручей впадает в более крупную Сиверку, которая потом впадет в речку Виту. В целом, сегодня не так легко представить те лесники, описанные Михаилом Грушевским. Дед ученого, иерей Федор Грушевский, был похоронен возле местной церкви, где его памятник сохраняется по сей день. В этом же селе прошло и детство отца историка, Сергея. В одном из писем к сыну Сергей Грушевский вспоминает предка. Он был замечательно прост, сердечен, так что прихожане говорили о нем «це наш мужицкий пип», смирный, не злопамятен. Прихожане очень любили его и относились к нему как хорошие дети к отцу. Кроме того, от воспоминаний отца отталкивается и Михаил Грушевський в своїх описаннях. Село Лісники, як підгородня осада, було дуже глухим кутком, і лісниківці, сидячи в лісах і на водах, оправдовували своє ім'я, займаючись рибальством та всяким лісовим промислом. Рядом с могилой возвышается ботанический памятник природы – дерево векового ясеня. Глядя на некоторые старинные улицы, где-то все же можно представить то заколдованное природой село. Например, хате, которую вы наблюдаете сейчас, по утверждениям местных, точно более 100 лет. Если хорошо поискать, здесь все еще можно найти не один пример подобного зодчества. До современности дошло и громадное количество топонимов, названий кутков и малых урочищ поселения. О названии и общей истории села можно догадаться и глядя на его герб. Дубы символизируют природу, крест говорит о принадлежности земель к церкви, прямоугольные выступы о присутствии здесь древних укреплений. Подобную картину отображает и местный флаг.
В лесниках также есть старое кладбище, которое расположено на склоне и вершине крутого холма. С него открывается безмятежный и гипнотически любопытный вид на село. Также немаловажно, что на кладбище установлен памятник жертвам репрессий, причем здесь есть люди разных годов рождения, начиная с 80-х годов 19 века, заканчивая 1920-ми. Это, как указывает нам надпись, репрессированные с 1937 по 1940 год. Стабильно видим захоронения 1930-х, соответственно, люди, которые родились еще глубоко в 19 столетии. Много крестов также уже со стершимися, с закрашенными надписями, их невозможно определить. Сразу прослеживаются фамилии, характерные для жителей села. По крайней мере, вот я вижу очень много, прям действительно, с фамилией Шаман. Шаман. Эта фамилия точно какая-то из местных, из коренных жителей лесников. Так древнее село и проходит очередной этап своей истории. За ним начнутся следующие. Какие-то мы застанем на нашем веку. Какие-то так и останутся загадкой, хранящейся где-то там, на его лесах и водах.